30 октября 1961 года, 11 часов 30 минут утра. Мы находимся на секретном командном пункте на архипелаге Новая Земля. В бетонном бункере стоит мертвая, звенящая тишина. Генералы в тяжелых шинелях нервно курят, не отрывая глаз от секундомера. Операторы впились в экраны осциллографов. Воздух здесь настолько наэлектризован, что, кажется, его можно резать ножом. Но наше внимание приковано не к военным. В углу отдельно от всех сидит человек в мешковатом гражданском костюме. Он выглядит здесь чужим, слишком интеллигентный, сутулый, с рассеянным взглядом и высоким лбом. Он не смотрит на приборы. В его руках обычная деревянная логарифмическая линейка и блокнот. Он что-то быстро считает, беззвучно шевелит губами, но где-то там, в стратосфере, на высоте 10,5 километров, специально переоборудованный бомбардировщик Ту-95В уже сбросил свой груз. Пилот получил приказ надеть глухие черные очки, чтобы вспышка не выжгла ему сетчатку. У экипажа есть ровно 188 секунд, чтобы убраться подальше. В бункере начинают обратный отсчет. 3, 2, 1. Вспышки нет. Звука тоже. Тишина. Генералы начинают бледнеть. Неужели отказ? Неужели величайший проект империи провалился? И только человек в гражданском костюме абсолютно спокоен. Он откладывает линейку, смотрит на свои часы и тихо, почти шепотом говорит. Рано. Ударная волна придет через... сейчас. Он знает это, потому что это он придумал, как зажечь в атмосфере второе солнце. Он — конструктор апокалипсиса. И прямо сейчас он единственный в этой комнате человек, который понимает, что то, что они только что сделали, навсегда изменит понятие «страх». Однако мир его запомнит как великого гуманиста Андрея Сахарова. Но в эту секунду он — отец царь-бомбы. И его творение только что раскололо небо пополам. Лето 1961 года выдалось для планеты аномально жарким, и метеорология здесь была совершенно ни при чем. Если бы мы с вами попытались измерить температуру международных отношений того периода, шкала Цельсия просто лопнула бы. Мир находился в состоянии странной и почти шизофренической эйфории, пополам с животным страхом. Посудите сами. Всего за пару месяцев до описываемых событий, 12 апреля, Юрий Гагарин полетел в космос, и человечество аплодировал, глядя в небо с надеждой. Но уже к июлю те же самые люди в тех же самых странах смотрели в то же самое небо с леденящим страхом. Они ожидали там увидеть не улыбку первого космонавта, а инверсионный след ядерной боеголовки. И чтобы понять, зачем вообще понадобилось создавать устройство, способное буквально испарить любой мегаполис и превратить камень в плазму, нужно забыть слово «паритет» в его современном спокойном значении. В 1961 году никакого паритета не существовало. Была холодная арифметика смерти, и она складывалась катастрофически не в пользу Москвы. За океаном в США царила атмосфера паранойи, которую, кстати сказать, сложно было даже представить. Поколение американских школьников выросло на мультфильме про черепашку по имени Бёрд. Черепашка учила детей команде «Duck and cover», то есть «пригнись и накройся». Миллионы детей в школах США по сигналу сирены ныряли под парты и закрывали головы руками. Взрослые тем временем рыли на задних дворах бункеры. Президент Кеннеди в своем телеобращении 25 июля прямо призвал нацию строить бомбоубежище, заявив, что в случае войны это спасет миллионы семей. Американские генералы, вроде ястреба Кертиса Лемея, открыто говорили, что готовы вбомбить Советский Союз обратно в каменный век. И самое страшное, у них для этого были все аргументы. Давайте посмотрим правде в глаза. Почему СССР так отчаянно отставал? Наша страна все еще зализывала раны после Великой Отечественной войны, пока Америка в 50-е годы переживала экономический бум, строила хайвеи и небоскребы. Советский Союз восставал из пепла разрушенных городов. Технологический разрыв был колоссальным. У США к 1961 году арсенал превышал 24 тысячи ядерных зарядов против
Примерно 2500 у СССР. Реальное соотношение сил было 10:1 в пользу Америки. Но главным кошмаром Кремля было даже не количество бомб, а география и средства доставки. Американские базы НАТО плотным кольцом «Анаконды» сжимали границы соцлагеря. Бомбардировщики Би-52 круглосуточно дежурили в воздухе. А прямо у границ, в Турции, под Измиром и в Италии, стояли американские ракеты «Юпитер». Для Никиты Хрущева это было как кость в горле. Подлетное время «Юпитера» до промышленных центров Украины и юга России составляли всего 10-15 минут. Это был пистолет, приставленный к виску. Советский Союз в ответ разыгрывал грандиозный спектакль уверенности. Хрущев стучал кулаком по трибунам и возил гигантские ракеты. Но в Генштабе знали горькую правду о знаменитой «семерке» — ракете Р-7 Королева. То, что было триумфом для космоса, оказалось кошмаром для войны. Эта ракета работала на жидком кислороде и керосине. Чтобы подготовить ее к старту, требовались часы сложнейших процедур. А в заправленном состоянии она могла находиться совсем недолго. Кислород быстро выкипал. В условиях, когда американские ракеты летят всего 10 минут, наша легендарная «семерка» становилась отличной мишенью на огромном стартовом столе. Она физически не могла взлететь в ответном ударе. Ее бы уничтожили задолго до того, как расчеты закончили бы предстартовую подготовку. К тому же советские ракеты были подслеповаты. Система наведения тому времени давала огромную погрешность. Ракета могла улететь на 3-5 километров в сторону от цели. Для военных это катастрофа. Какой смысл стрелять ракетой по шахте противника, если ты попадаешь в чистое поле? И вот тут из этого технического тупика родилось решение. Суровое, вынужденное, но в тех условиях единственно верное. Военные называют это сухим термином «компенсация точности мощностью», но на деле это была простая жизненная логика. Если наши технологии пока что не позволяют уложить ракету точно в форточку вражеского бункера, что нам остается? Сдаться? Ждать 10 лет, пока электроника станет совершенной? Нет, времени на это не было. Поэтому рассудили иначе. Если мы не можем гарантировать снайперское попадание в точку, мы просто увеличим заряд так, чтобы само понятие «промах» перестало существовать. Задача стояла предельно четкая — обеспечить гарантированное возмездие. Агрессор должен был понимать, даже если советская ракета отклонится от курса на 5 километров, это его не спасет. Просто потому что зона сплошного огня накроет 10 таких площадей. Друзья, похоже, кто-то решил сделать мне подарок на Новый год. И я так понимаю, это ребята, которые делают премиальные вещи из настоящего карбона, натуральной кожи и титана. И это такой Joomla бокс от компании Joomla Club. Надо сказать, что все это действительно красиво упаковано. И сейчас я загляну внутрь. Первое, что я вижу, это сумка из карбона. Продуманная эргономика, здесь очень много места. Сумка удобная, все легко открывается. Замочки, молнии, все это хорошо работает. И очень приятные тактильные ощущения, знаете, чувствуется, что эта вещь дорогая. Очень приятная фурнитура из карбона, все хорошо закрывается, открывается. Внутренний задний карманчик. Но самое главное, что меня удивило, сделали это все с логотипом крупнокалиберного переполоха. Да, вы все правильно понимаете, это значит, что компания Joomla Club беспокоится о вашей индивидуальности. Вы можете сделать полностью кастомизированные под себя вещи. Если вам не нравится кожа, вы можете ее заменить. Если вам не нравится карбон такого цвета, вы можете его поменять на другой. И, конечно же, вы можете сделать логотип хоть со своим лицом или с моим лицом, как вам удобно. Это у нас коробочка подписана как Space Tech for Fun. И знаете, что в ней? Да. То, что постоянно пригождается мне и не каждый раз уберегает мой телефон от падений, от осколков и так далее. Да, собственно, мой телефон и является примером того, что происходит на полигоне. А карбон он ведь хорошо держит. Я не знаю, как насчет осколков, но во всяком случае некоторые удары судьбы он точно держит лучше, чем другие чехлы. Смотрите, как это все происходит. Это какая-то магия, это почти аватар. Он присасывается и хорошо так и тонко лежит в руке. Карбон — это не пластик, а настоящий, как на спорткарах или
на бабьёшках, сами понимаете, каких. Логотип крупнокалиберного переполоха. Он такой вписан в форм-фактор Jumo, но при этом выглядит красиво, согласитесь, индивидуально. Красивая инструкция, которая рассказывает, как именно нужно правильно надевать чехол. Теперь еще одна коробочка. Воу. Инструкция, как использовать чехол для удостоверения. Ты подъезжаешь к сотруднику ДПС, он такой: что у вас за удостоверение? И такой типа: уф, из настоящего карбона? Это что, герб? Это круто. Очень удобно, что его можно использовать и как визитницу, и прикладывать карточку куда захотите. Мне это нравится, выглядит стильно, и вообще подход у ребят очень крутой. Как вы уже поняли, компания Jumo Club делает возможной персонализацию. Логотип, имя, подпись. Они делают полностью кастомные изделия. Можно заменить материалы, выбрать цвета, использовать латунь или титан. Они могут изготовить любую вещь под вашу задачу. На сайте Jumo Club, кстати, много других необычных изделий. Я там залип минут на 20. Карбоновые ложки для обуви, карбоновые строительные каски, титановая монетка для принятия решений и отличные подарочные наборы. Ссылку я оставлю в описании. Спасибо Jumo Club за эти подарочки. Это реально пушка. Хрущеву требовался фактор абсолютного сдерживания. Аргумент такой наглядности, чтобы он перевел бы диалог с языка военных карт сразу же на язык инстинкта или самосохранения. Как любил говорить сам Никита Сергеевич в узком кругу, нужно повесить им ежа в штаны. Или, если официально, создать тот самый дамоклов меч, о котором он все время предупреждал западных партнеров. Судьбоносный поворот случился 10 июля 1961 года. В этот день в Кремль были срочно вызваны руководители советского атомного проекта. Разговор был предельно откровенным и жестким. Руководство страны объявило, что Советский Союз вынужден в одностороннем порядке выйти из трехлетнего моратория на ядерные испытания. Это было тяжелое решение, но политический контекст не оставлял выбора. Ситуация вокруг Западного Берлина накалялась с каждым часом. Всего через месяц, кстати, мир увидит Берлинскую стену, и к открытию 22-го съезда партии, назначенному на октябрь, стране жизненно необходим был весомый внешнеполитический аргумент. Задача была сформулирована без полутонов. Провести серию испытаний, финалом которой должен стать взрыв рекордной мощности – 100 мегатонн. Это был тот самый предел, за которым заканчивалась гонка вооружений и начиналась политика чистого страха. Единственный способ мгновенно охладить горящие головы на Западе и заставить оппонентов считаться с интересами СССР. В кабинете повисает тишина. Физики понимают. Это безумие. Но спорить с Хрущевым никто не отважился. Сроки поставлены неприемлемые. К концу октября все должно быть готово. И в этот момент взгляды всех присутствующих обращаются к одному человеку. Он сидит тихо. Он выглядит самым скромным в этой комнате, но все знают. Если кто-то и способен упаковать энергию Солнца в корпус авиабомбы за 3 месяца, то это он. Человек, который до этого момента был известен лишь в узких секретных кругах. И он выходит на авансцену этой истории. Этим человеком был Андрей Дмитриевич Сахаров. Летом 1961 года ему исполнилось всего 40 лет. Возраст для академика почти младенческий, но за его плечами уже был опыт, который другим и не снился всю жизнь. Чтобы понять, как именно этот тихий интеллигент оказался способен решить задачу планетарного масштаба, нам нужно мысленно перенестись из кремлевских кабинетов в 1920-е годы, в старую, но уютную московскую квартирку на Малой Пироговской улице. Сахаров сформировался в особой среде. Он родился 21 мая 1921 года в семье потомственных интеллигентов, где физика была чем-то вроде религии. Его отец Дмитрий Иванович Сахаров был легендарным педагогом и автором тех самых задачников, по которым училась вся страна. Видя в сыне необычную чувствительность, отец принял смелое на тот момент решение. Первые 5 лет Андрей не ходил в советскую школу, а учился дома. В детстве он был болезненно застенчив. Даже родные вспоминали, что Андрей буквально прятал глаза, когда с ним начинали говорить. Но именно эта внутренняя замкнутость толкала его к книгам. Физику он открыл для себя достаточно рано. Сначала как набор просто красивых задач из отцовского учебника, а затем и как язык
который объяснял устройство мира. Позже Сахаров признавался: «Я еще не вполне понимал, что такое дифференциальные уравнения, но что-то уже угадывал и испытывал восторг перед их всесилием. Возможно, из этого волнения родилось стремление стать физиком». Это домашнее образование позволило развить уникальный стиль мышления, свободный от шаблонов. Андрей рос амбидекстром, то есть он одинаково владел обеими руками. И его ум работал примерно так же, соединяя железную логику с почти художественной интуицией. В 1938 году он блестяще поступает в физфак МГУ. В студенческие годы его характер почти не изменился. Он оставался тихим, рассеянным, но слушал лекции так внимательно, что, казалось, впитывал каждое слово. Однокурсники вспоминали, что он любил задерживаться в пустых аудиториях, рисовал что-то на доске, какие-то схемы космических лучей, и именно они стали его первой научной страстью. Он мог часами анализировать, как частицы преодолевают атмосферу, словно уже тогда тренировался мыслить категориями космических масштабов. Но эту академическую идиллию прервала война. Университет эвакуировали в Ашхабад. Оттуда судьба забросила будущего теоретика в суровую практику. С 1942 по 1945 год Сахаров работал инженером на патронном заводе имени Володарского в Ульяновске. Именно там, в холодных цехах, проявляется его гений изобретателя. Завод гнал на фронт бронебойные патроны, сердечники которых делали из закаленной стали. Проблема была острой. Если сталь перекалить, сердечник становился хрупким и рассыпался при ударе о броню. Если не докалить, он гнулся. Проверить это можно было только одним способом. Нужно было сломать деталь, но тогда патрон уже нельзя было использовать. Брак пропускали, и это стоило жизни танкистам и артиллеристам. Молодой Сахаров придумал изящное решение, спасшее тысячи патронов. Он создал прибор, работавший на принципе магнитных весов. Андрей Дмитриевич понял, что закаленная и незакаленная сталь по-разному намагничиваются. Он собрал схему с двумя катушками индуктивности. В одну помещался эталонный, идеальный сердечник, а во вторую – проверяемый образец с конвейера. И если магнитные свойства совпадали, стрелка прибора стояла на нуле. Если была хоть малейшая разница в структуре металла, стрелка отклонялась. Это позволило проверять каждый патрон за секунду, не разрушая его. Это была его первая победа чистого разума над грубой материей. После войны в 1945 году Сахаров возвращается в Москву и поступает в аспирантуру ФИАНа – Физического института Академии наук. И здесь ему выпадает, пожалуй, главный счастливый билет в жизни. Он попадает под крыло великого Игоря Евгеньевича Тамма. Это был удивительный тандем. Там будущий нобелевский лауреат был человеком старой закалки, бурлящей энергии и высочайшей моральной пробы. Для замкнутого, молчаливого Сахарова он стал не просто научным руководителем, а буквально духовным отцом. Там довольно быстро понял, кто попал к нему в руки. Он признавался коллегам, что порой чувствует себя не учителем, а равным партнером в споре с этим юношей. Сохранилась даже фраза, которую Там сказал своей жене о молодом аспиранте. У него есть удивительное свойство. Он подходит к любому явлению не от формулы, а от физической сути. Он чувствует, как ведут себя атомы, нутром, интуитивно, а математика для него — лишь инструмент проверки. Идиллия чистой науки закончилась в 1948-м. Правительство ставит задачу. У американцев уже есть атомная бомба, и они делают водородную. Мы отстаем. Игорь Курчатов просит Тамма собрать специальную теоретическую группу для проверки расчетов. Там, понимая колоссальную сложность задачи, настаивает на включении в группу своих лучших учеников, и первым в списке стоит Сахаров. Для Андрея Дмитриевича это был момент сложного внутреннего выбора. Он ведь был увлечен красивой фундаментальной наукой, изучал космические лучи, квантовую теорию, и погружаться в жесткий сверхсекретный мир создания оружия ему совсем по-человечески было непросто. Но сыграли роль два фактора. Во-первых, непререкаемый авторитет Тамма. Если учитель считает, что это необходимо для страны, значит так и есть. А во-вторых, сработал, как позже сам уже честно писал Сахаров, соблазн большой физики. Ему предложили задачу невероятно интеллектуального масштаба. В своих воспоминаниях позже он опишет это состояние предельно откровенно. Мы исходили из того, что эта работа необходима для мирового равновесия. Но была и другая сторона. Это была великолепная физика. Мы работали над изделием, испытывали настоящий,
теоретический запой. Так искренний патриотизм смешался с научным азартом первооткрывателя. В 1950 году Там и Сахаров вместе уезжают из Москвы на секретный объект, который официально именовался КБ-11, а в историю вошел под именем Арзамас-16. Для почтовых отправлений у города был загадочный адрес – Москва, 300. Хотя от столицы его отделяли сотни километров, место для советского атомного сердца было выбрано с какой-то даже мистической иронией – знаменитая Саровская пустынь. Здесь, в заповедных лесах, на границе Мордовии и Горьковской области, где когда-то искал уединение святой Серафим Саровский, теперь ковался ядерный щит. Старинная монастырская колокольня стала главным геодезическим ориентиром, а в бывших кельях монахов разместили первые лаборатории и общежития. Это было буквально государство в государстве, живущее по своим отличным от всей страны законам. Периметр охраняли войска МГБ, так что даже мышь не проскочила бы незамеченной. А внутри был построен удивительный наукоград. Снабжение шло по высшей категории. В то время как страна еще не оправилась от карточной системы, в местных гастрономах круглый год лежали фрукты, икра, шоколад, а в мебельных дефицитные гарнитуры. Ученых, включая Сахарова, поселили в уютных двухэтажных коттеджах, построенных по финским проектам. Питались они в специальной столовой, которую в шутку называли «генеральской», потому что там кормили так, как не в каждом ресторане Москвы. Но самым ценным ресурсом здесь была, конечно, не еда, а уникальная интеллектуальная среда. Это был город, где каждый второй – гений. И это не преувеличение. Соседом по подъезду мог оказаться Яков Зельдович, один из умнейших людей 20 века, например, человек-фейерверк и уникальный самоучка без высшего образования, ставший главным теоретиком ударных волн. Через улицу жил Юлий Харитон, главный конструктор всей советской ядерной программы, человек тихий, педантичный и бесконечно ответственный, державший в голове тысячи нитей гигантского проекта. Здесь же работал и Кирилл Щелкин, гений эксперимента, первый научный руководитель ядерного центра, тот самый человек, который умел превращать самые безумные абстрактные формулы теоретиков в работающее железо. В этой компании академиков и нобелевских лауреатов Андрей Сахаров чувствовал себя естественно, и не потому, что он был равным по званиям, а потому что быстро стал и интеллектуальным центром тяжести. К нему шли тогда, когда логика заходила в тупик. У него буквально был дар искать выход там, где остальные видели стену. И в этой атмосфере талант Сахарова расцветал мгновенно. Именно здесь, в начале 50-х годов, Сахаров предложил свою первую революционную идею – конструкцию первой советской водородной бомбы, получившей название «Слойка». Название, которое придумал всегда остроумный Яков Зельдович, оказалось удивительно точным. Речь шла о принципиально ином термоядерном классе оружия. И если в обычной атомной бомбе, как в Хиросиме, например, энергия выделяется при расщеплении тяжелых ядер, то здесь используется энергия слияния легких ядер, как это происходит внутри звезд. Сахаров предложил окружить маленький атомный заряд-инициатор чередующимися сферическими слоями. Слой легкого горючего, или дейтерия лития-6, и слой тяжелого природного урана. Конструкция действительно напоминала слоеный пирог или качан капусты. В чем была суть? Представьте, что вы держите в руке снежок и хотите сжать его как можно сильнее. Сахаров придумал, как заставить сам взрыв сжимать вещество. Когда в центре взрывался запал, тяжелые слои урана мгновенно нагревались, но не разлетались сразу в разные стороны. Вместо этого они превращались в раскаленную плазму и работали как гигантский тяжелый поршень. Или, если хотите, как молот, который со страшной силой бил не наружу, а внутрь. Этот урановый кулак сжимал легкое топливо настолько сильно, что атомы не выдерживали тесноты и сливались друг с другом, запуская мощнейшую термоядерную реакцию, ту самую, что происходит в ядре Солнца. Коллеги были так впечатлены красотой этого решения заставить тяжелый металл работать как идеальный пресс, что называли даже этот процесс ионизации и сжатия термином «сахаризация». Успешное испытание этой бомбы 12 августа 1953 года стало абсолютным триумфом. Мощность взрыва в 20 раз превышала взрыв в Хиросиме. Эффект был таким оглушительным, что в том же году 32-летний Андрей Сахаров, минуя обязательную ступень члена-корреспондента, был избран сразу
действительным академиком АН СССР. То есть это случай в советской истории беспрецедентный. Обычно к этой вершине люди шли десятилетиями. Однако к 1961 году стало очевидно, что слойка себя исчерпала. У этой схемы был физический предел. Ее нельзя было никак масштабировать. Создать на ее основе заряд в 100 мегатонн, который требовал Никита Хрущев, было невозможно. Бомба получилась бы размером с дом и весом в сотни тонн. Нужна была новая физика для создания принципиально иного, двухступенчатого термоядерного оружия. И тогда Сахаров, работая в тесном тандеме с Зельдовичем, Трутневым и другими коллегами, формулирует то, что в секретных отчетах назовут «третьей идеей». Суть этого открытия была гениальной и одновременно парадоксальной. Сахаров понял, чтобы обойти ограничения природы, нужно физически разделить атомный запал и термоядерное горючее, то есть разнеся их в разные концы корпуса бомбы. Представьте себе устройство не как шар, а как длинный металлический пенал или цилиндр. В одном конце находится спичка, первичный ядерный заряд, а в другом капсула с термоядерным топливом. Главная инженерная загадка заключалась в том, как передать энергию от взрыва спички к топливу мгновенно, быстрее, чем сама конструкция разлетится на куски. А обычная взрывная волна тут не годилась, она была слишком медлительна. Пока она доползет от одного конца до другого, все уже разрушится. И Сахаров находит единственного возможного посредника, способного обогнать взрыв. Это свет. Точнее, мощнейшее рентгеновское излучение. Все происходит за непостижимые доли секунды. Когда взрывается первичная спичка, 80% ее энергии выделяется не в виде огня, а в виде невидимых рентгеновских лучей. И поскольку они движутся со скоростью света, они мгновенно заполняют внутреннее пространство корпуса, пока сама бомба еще цела. Внутренняя поверхность оболочки работает как идеальное зеркало. Она ловит эти лучи и фокусирует их на капсуле с топливом. Под чудовищным давлением этого света специальный наполнитель внутри бомбы мгновенно испаряется и превращается в раскаленную плазму. Эта плазма работает как гигантские невидимые тиски или гидравлический пресс. Оно со всех сторон равномерно и неумолимо сжимает капсулу с топливом с силой миллионов атмосфер. Это явление физики назвали радиационной имплозией, взрывом, направленным внутрь. Зажатое в этих световых тисках топливо сжимается до плотности звездного ядра и, не выдержав давления, вспыхивает. Именно эта схема сняла любые ограничения. Теперь можно было построить бомбу было абсолютно любой мощности. Просто увеличить размер второй ступени. Но когда осенью 1961 года физики провели финальные расчеты изделия 602 на полную проектную мощность в 100 мегатонн, Сахаров пришел в ужас. Дело в том, что классическая схема третьей идеи — это дьявольский бутерброд, который физики называли реакцией деление-синтез-деление. Чтобы выжать из бомбы максимум, ее корпус делают из урана-238. В термоядерном пекле этот уран также начинает гореть и давать колоссальную прибавку к мощности, но ценой этому становится чудовищный радиоактивный выхлоп. Сахаров понял, если взорвать 100 мегатонн в урановой рубашке, гигантское облако смертельного пепла накроет не только полигон на Новой Земле, но и пойдет гулять по всему северному полушарию и неизбежно зацепило бы густонаселенные районы самого СССР. Это было бы не испытание, а экологическое преступление против собственного народа. И тогда Андрей Дмитриевич совершает поступок огромного гражданского мужества. Вопреки прямому желанию Хрущева, которому к 22-му съезду партии нужен был громкий рекорд с красивой цифрой 100, Сахаров своей властью меняет конструкцию. Он приказывает снять урановую оболочку и заменить ее на свинцовую. Свинец — это металл пассивный, инертный, и он не горит в ядерном пламени, а лишь гасит лишнюю радиацию. Это решение мгновенно срезает мощность ровно вдвое, до 50 мегатонн, но зато делает эту бомбу уникально чистой. 97% ее чудовищной энергии рождалось за счет реакции синтеза, которая почти не оставляет долгоживущей грязи. То есть
фактически Сахаров спас планету от глобального радиоактивного дождя, хотя военные, конечно, ворчали, что академик испортил изделие, но тем не менее. И, кстати, о именах. У этого монстра была удивительная ономастика. В строго секретной технической документации бомба проходила под индексом АН-602, а в производственных приказах именовалась безлико «изделие 602». Но сами создатели в Арзамасе, чтобы хоть как-то снять чудовищное напряжение и очеловечить страшную конструкцию, дали ей простое имя Иван. По одной из версий, это прозвище родилось из маркировки литера «В». В шифрах часто обозначало «высотный» или вариант «водородный», что в разговорах легко трансформировалось в Ваню. Другие видели в этом имени метафору, мол, получился этакий русский богатырь, огромный, добродушный с виду, но страшный в гневе Иван. А вот величественное название «Царь-бомба», под которым это устройство знает весь мир, в 1961 году в СССР не использовалось. Это имя, которое закрепилось гораздо позже, уже в 90-е годы. Публицисты метко поставили сахаровское творение в один ряд с главными символами российского гигантизма. Царь-колокол, царь-пушка и назвали третьим «Царь-бомба». Разница была лишь в том, что, в отличие от бронзовых предков, этот царь, он сработал. В народе же прижилось самое хулиганское прозвище «Кузькина мать». Ирония истории в том, что знаменитую фразу Никита Хрущев бросил вице-президенту США Никсону еще в 1959 году во время кухонных дебатов в Сокольниках, задолго до создания этого изделия. Тогда американцы гадали, что это за мать такая Кузьмы и как она выглядит, но совсем скоро мир узнал, что скрывалось за этими словами. К октябрю 1961 года гигантский Иван был готов к отправке. Он весил 26,5 тонн и имел длину 8 метров. Габариты сопоставимые разве что с подводной лодкой-малюткой. Из Арзамаса на север к аэродрому Оленья на Кольском полуострове бомбу везли в специальном литерном эшелоне, таком замаскированном под обычный товарный поезд, который перевозил лес или уголь. На аэродроме инженерам пришлось буквально совершить варварство в отношении лучшего стратегического бомбардировщика страны — Ту-95В. Эта машина, специально подготовленная еще в 1956 году, все равно не могла бы вместить царь-бомбу. Техникам пришлось вырезать створки бомболюка, удалить фюзеляжные топливные баки и часть силового набора. В итоге пузатый такой Иван висел под брюхом самолета, наполовину выступая наружу, словно икринка у рыбы. И сам самолет, и даже лопасти его винтов покрасили специальной белой светоотражающей краской, чтобы уберечь алюминиевую обшивку от светового ожога, ведь вспышка взрыва обещала быть ярче 1000 солнц. Но главной инженерной головоломкой стало спасение экипажа. Баллистики предупреждали, ударная волна от взрыва такой силы с крайне высокой вероятностью догонит и разрушит самолет. И, конечно же, если он не успеет разорвать дистанцию. Чтобы дать летчикам шанс, бомбу нужно было заставить падать медленно. Очень медленно. Специально для этого в ней парашюты десантных систем сшили уникальную каскадную систему. Сначала раскрывались вытяжные парашюты, затем гигантский основной купол площадью 1600 квадратных метров. Только вдумайтесь, это треть футбольного поля, сшитая из прочнейшего капрона. Вес одной только парашютной системы составлял 800 килограмм. Когда эта гигантская медуза раскрылась в небе, она тормозила падение 26-тонной махины. Это давало командиру Андрею Дурновцеву и его штурманам порядка 3 минут или 188 секунд, пока бомба медленно дрейфовала вниз, чтобы немедленно заложить крутой вираж и на форсаже уйти на максимально возможное расстояние от точки сброса. В воспоминаниях участников и поздних оценках шансы экипажа на благополучное возвращение часто описывали пугающей цифрой — 50 на 50. Утро 30 октября 1961 года на аэродроме Оленья на Кольском полуострове выдалось серым и будничным, что создавало жуткий контраст с тем, что должно было произойти буквально через несколько часов. Техники в последний раз проверяли крепление гигантского изделия под брюхом Ту-95В.
Самолет выглядел непривычно, и фюзеляж, и крылья, и даже лопасти винтов были покрыты слоем специальной белой краски. Это было не эстетическое решение, это была броня от света. Ведь физики рассчитали, что вспышка будет настолько яркой, что без этой защиты алюминиевая обшивка бомбардировщика рискует получить серьезные термические повреждения. Металл мог деформироваться или обгореть. Белый цвет должен был отразить львиную долю светового излучения. Командир экипажа, майор Андрей Дурновцев, занял свое место в кабине. Вместе с ним в полет отправляется самолет-лаборатория Ту-16, чья задача была снимать взрыв и замерить параметры. Пилоты надели специальные защитные очки с толстыми темными стеклами. Смотреть на то, что им предстояло зажечь, невооруженными глазами означало гарантированно ослепнуть. В 9 часов 27 минут по московскому времени тяжелая машина, ревя 4 турбовинтовыми движками, оторвалась от полосы и взяла курс на архипелаг Новая Земля. Целью был назначен полигон Сухой Нос. Полет длился 2 часа. Все это время экипаж летел с осознанием, что везет под собой груз, суммарная мощность которого, по некоторым оценкам, в 10 раз превышала мощность всей взрывчатки, используемой всеми странами за всю Вторую мировую войну. Примерно в 11:30 самолет вышел на расчетную точку на высоте 10 500 метров. Штурман нажал кнопку сброса. В этот момент самолет буквально подпрыгнул в воздухе. Мгновенная потеря тонн веса заставила машину рвануть вверх. Но у пилотов не было времени на эмоции. Как только бомба отделилась, Дурновцев немедленно, как и предписывала инструкция, перевел движки в форсажный режим и заложил максимально крутой вираж, уходя от цели. Началась гонка со смертью. Пока гигантский парашют медленно раскрывался над бомбой в разряженном воздухе Арктики, Ту-95 улепетывал прочь, пытаясь выиграть каждый лишний километр. Бомба падала 3 бесконечные минуты. Около 11 часов 33 минут, когда изделие опустилось на расчетную высоту, 4000 метров над уровнем моря, барометрические датчики замкнули цепь. То, что произошло дальше, наблюдатели описывали как восход второго солнца. Вспышка была такой невероятной силы, что ее увидели не только на наблюдательных пунктах, но и за 1000 километров в Норвегии, Гренландии и на Аляске. Огненный шар, родившийся в небе, стремительно раздувался, достигнув поперечники почти 8 километров. Поскольку взрыв был воздушным, шар не коснулся поверхности, что уменьшило количество радиоактивной пыли, но термический удар по земле был колоссальным. В эпицентре скальная порода оплавилась, превратившись в стекловидную массу, а снег и лед в радиусе десятков километров были мгновенно сметены или испарены, обнажив черную, обожженную землю. Затем пришел звук, а вместе с ним и ударная волна. Самолет Дурновцева к этому моменту успел уйти на расстояние около 45 километров. Это почти безопасно, потому что дистанция безопасной считалась 50 километров, но даже это не спасло его от удара. Взрывная волна распространилась быстрее звука, догнала бомбардировщик, и машину тряхнуло, как щепку в шторм, и она провалилась в воздушную яму, потеряв сотни метров в высоте. В кабине стоял грохот. Стрелки приборов плясали, а оператор радиолокатора позже рассказывал, что в момент удара физически почувствовал, как затрещали переборки фюзеляжа. Только невероятное мастерство Дурновцева и запас прочности советской техники позволили выровнять машину. Но самое грандиозное зрелище развернулось в стратосфере. Над эпицентром взметнулся ядерный гриб апокалиптического масштаба. Его шляпа пробила облака и устремилась вверх, достигнув высоты 67 километров, практически коснувшись границы мезосферы. Диаметр гриба составил 95 километров. Это облако могло бы накрыть всю Москву и вместе с пригородами. Сразу после взрыва связь с Новой Землей и самолетами прервалась. В командных бункерах повисла напряженная тишина. Многие решили, что самолеты погибли, но причина была в физике. Мощнейшая ионизация атмосферы превратила воздух в плазму, которая на 40 минут наглухо заблокировала прохождение любых радиоволн в радиусе сотен километров. Последствия взрыва ощутила вся планета.
Взрывная волна оказалась настолько мощной, что обогнула земной шар 3 раза. Сейсмические станции по всему миру зафиксировали колебания земной коры, и даже на 3-м витке, пройдя по оценкам приборов 120 тысяч километров, волна все еще была различима. На расстоянии сотен километров от полигона в домах вылетели стекла, а ветхие деревянные постройки получили повреждения. Люди в далеких поселках почувствовали, как под ногами дрогнула земля. Сам Андрей Сахаров в момент взрыва находился далеко от полигона, дежуря у телефона. Когда связь наконец восстановилась и поступил доклад об успешном испытании, вместо чистого триумфа он испытал противоречивое чувство. Его расчеты оказались пугающе точными. Чистая бомба сработала идеально. Уже через 2 часа исследовательские вертолеты смогли подлететь к эпицентру. Радиационный фон был высоким, но не представлял смертельной опасности для кратковременного пребывания десанта в защитных костюмах. Самолет-носитель Ту-95 благополучно вернулся на базу. Фюзеляж машины был опален. Некоторые детали деформировались, но машина выдержала. Майору Дурновцеву за этот полет сразу присвоили звание Героя Советского Союза и повысили в звании. Мир был потрясен. Кузькина мать состоялась. СССР наглядно продемонстрировал оружие предельной мощности. Взрыв 30 октября 1961 года стал кульминацией советского атомного проекта, его абсолютной вершиной. Но именно на этой вершине, глядя на результаты своих трудов, Андрей Дмитриевич Сахаров окончательно понял – дальше идти некуда. Спуск с этой горы будет долгим и мучительным, но именно он сделает Сахарова тем, кем его запомнит история. Не просто великим физиком, а совестью нации. Парадокс царь-бомбы заключается в том, что она была идеальным оружием с точки зрения физики и абсолютно бессмысленным с точки зрения войны. Военные стратеги в Генштабе быстро остыли после первой эйфории. Они поняли. Иван — это оружие-самоубийца. Доставить 26-тонную махину на территорию США на медленном винтовом самолете Ту-95 через систему ПВО было практически невозможно. Его бы сбили задолго до подлета к цели. Царь-бомба так и останется в единственном экземпляре, не считая макетов. Она никогда не была принята на вооружение. Это был чистой воды политический жест, демонстрация силы, удар кулаком по столу. Но главный перелом произошел в сознании самого Сахарова. Мы говорили, что бомба была чистой, так давайте же разберемся, что это значит на языке цифр. Самый грязный взрыв в истории произвели американцы в 1954 году. Испытание Касл-Браво на атолле Бикини. У нас, кстати, есть целое видео об этих ядерных испытаниях Америки, можете его глянуть, если что. Там использовалась схема с урановой оболочкой. В итоге около 70% мощности этого взрыва дала реакция деления, которая породила гигантское количество радиоактивных осадков, заразив не только экипаж японского судна Фукурю-Мару, но и многих жителей соседних островов. В бомбе Сахарова реакция деления давала ничтожные 3% мощности. Остальные 97% — это чистый термоядерный синтез. Казалось бы, победа, но Сахаров смотрел глубже. Как физик он знал, даже чистый термоядерный взрыв такой чудовищной мощности выбрасывает в атмосферу миллиарды нейтронов. Эти нейтроны взаимодействуют с азотом воздуха и превращают его в радиоактивный углерод-14. Этот изотоп не упадает черным пеплом сразу. Он поднимается в стратосферу, разносится ветрами по всей планете и встраивается в цепочки ДНК всего живого. Сахаров провел математический анализ и пришел к страшному выводу. Каждый мегатонный взрыв, даже чистый, статистически убивает тысячи людей по всему миру. Не сразу. Через год, через 10 лет, через поколение, в виде рака, лейкемии и генетических мутаций. Он осознал, продолжая испытания, мы ведем невидимую ядерную войну против собственного человечества, даже ее не объявляя. Эти теоретические страхи очень скоро обрели реальную форму. Поворотным моментом для Сахарова стал сентябрь 1962 года. Это был пик ядерной гонки. После успеха царь-бомбы СССР проводил на Новой Земле массированную серию испытаний. Государственная комиссия запланировала 2 мощных взрыва с разницей в несколько дней. Сахаров, изучив план, увидел, что второй взрыв фактически и технически бессмысленен.
Он полностью дублировал данные первого, но если для военных это была просто еще одна строка в отчете, то Сахаров видел страшную цену этого дублирования. Миллионы кюри радиации, выброшенные в воздух без всякой научной нужды. Сахаров предпринимает отчаянную попытку остановить этот маховик. Он звонит министру Ефиму Славскому и требует отменить дублирующее испытание. Министр кричит в трубку: «Мы тебя отправим в отпуск! Не лезь не в свое дело!» Сахаров, нарушая субординацию, дозванивается до Хрущеву, который тогда находился в Ашхабаде. Но генсек холодно дает понять: политика важнее физики, и не ученым решать, когда укреплять щит Родины. В своих воспоминаниях об этом Сахаров напишет с пугающей откровенностью: «Ужасное преступление совершилось, и я не смог его предотвратить. Чувство бессилия, нестерпимой горечи, стыда и унижения овладело мной. Я упал лицом на стол, и я заплакал. Вероятно, это был самый страшный урок в моей жизни. Нельзя сидеть на двух стульях». А через месяц грянул Карибский кризис. Мир 13 дней стоял на реальном пороге войны. Когда политики, испугавшись, начали искать пути к разрядке, переговоры в Женеве зашли в тупик. США требовали права на инспекции советских полигонов, опасаясь, что там были скрытые подземные взрывы. Хрущев категорически отказывался пускать натовских инспекторов, считая это узаконенным шпионажем. И именно здесь формула Сахарова стала спасительной. Андрей Дмитриевич предлагает изящный и чисто инженерный выход из дипломатического тупика. Он указал на то, что подземные взрывы, в отличие от атмосферных, не загрязняют воздух, а значит, их пока можно вынести за скобки. Конечно, к этому решению шли многие дипломаты и эксперты, но авторитетное мнение создателя советской бомбы стало одним из весомых аргументов, позволивших Москве скорректировать позицию. Эта идея разблокировала переговоры. Москва приняла концепцию, Вашингтон согласился, и итогом стал исторический документ, подписанный в Москве 5 августа 1963 года. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Сахаров считал этот договор своим главным жизненным достижением. По его расчетам, этот документ, остановивший радиоактивные дожди, спас от рака и мутаций сотни тысяч, а может быть и миллионы жизней. Однако этот внешнеполитический успех имел для Андрея Дмитриевича высокую цену. Подписав договор, он почувствовал моральную ответственность выходить за рамки физики. Первый открытый конфликт с системой произошел в 1964 году на общем собрании Академии наук. В тот день академикам предстояло избрать новых членов. Среди кандидатов был Николай Нуждин, ближайший соратник Трофима Лысенко. Чтобы понять накал момента, нужно немного контекста. В то время в советской биологии шла ожесточенная борьба двух школ. С одной стороны была классическая генетика, лицом которой был великий Николай Вавилов. Он был ученым мирового масштаба, собрал уникальную коллекцию семян со всей планеты. Кстати, первый в мире генный банк он создал, мечтая вывести сорта растений, которые навсегда избавят человечество от голода. С другой стороны был народный академик, которым был Трофим Лысенко. Он отрицал существование генов, называя генетику буржуазной лженаукой, и обещал партии быстрое повышение урожайности воспитанием растений. Это был конфликт фундаментальной науки и политического популизма. Лысенко, пользуясь поддержкой власти, методично устранял конкурентов. Вавилов был арестован по сфабрикованному делу и трагически погиб в тюрьме в 1943 году. А советская генетика была разгромлена на долгие годы. Сахаров, помня эту историю, не мог промолчать. Он вышел к микрофону и произнес речь, которая нарушила академический этикет, но вместе с тем спасла репутацию Академии. Вместе с академиком Лысенко он ответственен за позорное отставание советской биологии, особенно современной генетики, за распространение и поддержку лженаучных взглядов и авантюризм, за гонение подлинной науки и подлинных ученых, за преследование, шельмование, лишение возможности работать, увольнение, вплоть до арестов и гибели многих ученых. Академики, вдохновленные выступлением Сахарова, провалили кандидатуру Нуждина. Это стало началом заката эпохи Лысенко. Но партийное руководство сделало свой вывод. Создатель бомбы становится политически активной фигурой, что для носителя высших секретов считалось недопустимым. В 1968 году Сахаров пишет свой знаменитый манифест
Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. Текст, в котором он рассуждал о конвергенции, сближении социализма и капитализма, попал на Запад и был опубликован в «Нью-Йорк Таймс». Реакция государства была предсказуемой и мгновенной. Человек, допущенный к святая святых обороны, не мог опубликоваться в западной прессе. Сахарова отстраняют от секретных работ в Арзамасе-16 и лишают допуска. Фактически его выводят из системы ВПК, которую он сам строил. В 1970 году Сахаров становится соучредителем Комитета прав человека в СССР. Он меняет тактику и лично посещает суды над диссидентами по всей стране, от Калуги до Ташкента. Используя свой статус трижды Героя социалистического труда, академик требовал соблюдения гласности и зачастую часами простаивал у закрытых дверей залов заседаний. Само его присутствие привлекало внимание Запада и вынуждало судебную систему строже соблюдать процедуры. В этот же период, в 1970 году, он знакомится с Еленой Боннер. В 1972 году они официально поженились. Она стала не только его супругой, но и ключевым соратником в общественной деятельности. Она взяла на себя значительную часть коммуникации с внешним миром и западной прессой. 1975 год. Удар мирового масштаба. Сахарову присуждают Нобелевскую премию мира. Власти СССР восприняли это как враждебный политический акт. Сахарову отказывают в выездной визе, мотивируя это его осведомленностью о государственных тайнах, несмотря на то, что он к этим секретам не имел отношения уже 7 лет. В Осло летит его жена Елена Боннер. Именно она читает Нобелевскую лекцию мужа, которая называется «Мир, прогресс, права человека». Формулировка Нобелевского комитета звучала жестко. За бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью. Финальный разрыв произошел в январе 1980 года. Сахаров дает несколько интервью западным СМИ, включая ABC и Die Welt, в которых он открыто осудил ввод советских войск в Афганистан. В условиях холодной войны это было расценено как действие, направленное против интересов государства. Ответ председателя КГБ Юлия Андропова был жестким. Указом Президиума Верховного Совета Сахаров лишают всех правительственных наград, включая 3 звезды Героя социалистического труда и Ленинскую премию. В целях изоляции от иностранных журналистов его без суда высылают в город Горький, ныне Нижний Новгород. Закрытый промышленный центр, куда въезд иностранным гражданам был запрещен. Началась полная изоляция. В предоставленной ему квартире на проспекте Гагарина не установили телефон. У двери круглосуточно дежурил милицейский пост, который контролировал всех посетителей. Когда академик выходил на улицу, его постоянно сопровождала машина наружного наблюдения. В квартире неоднократно проводились негласные обыски, пропадали рукописи и черновики. В этой ссылке Сахаров провел почти 7 лет. За это время он трижды объявлял голодовку, добиваясь права на выезд для своей невестки и жены, которой требовалась операция на сердце. В ответ к нему применяли принудительную госпитализацию и насильственное кормление, чтобы не допустить гибели ученого с мировым именем. История сделала полный круг. Человек, который в закрытом городе Горьковской области создавал ядерный щит страны, спустя 30 лет оказался узником в закрытом городе той же области. Однако освобождение пришло так же внезапно, как и опало. 16 декабря 1986 года в квартире Сахарова рабочие неожиданно установили телефон. На следующий день раздался звонок. Звонил Михаил Горбачев. «Андрей Дмитриевич, возвращайтесь!» История Андрея Сахарова и «Царь-бомбы» — это один из самых сложных, пожалуй, и драматичных сюжетов 20 века. В ней соединились триумф человеческого интеллекта и страх перед его возможностями. И Сахаров прошел этот путь от отца водородной бомбы, убежденного в необходимости ядерного сдерживания, до жесткого критика милитаризма. Взрыв над новой землей стал для него точкой невозврата. И если «Царь-бомба» навсегда осталась в истории как фиксация предела разрушительной силы, доступной человеку, то биография Сахарова стала доказательством того, что глубокое понимание этой силы заставляет создателя чувствовать личную ответственность за судьбу своего изобретения. Зная изнутри, на что способен расщепленный атом, он сделал все, чтобы эта энергия осталась лишь пугающим теоретическим аргументом, а не практическим инструментом войны.
Друзья, вы большие молодцы, что досмотрели этот выпуск до последней капли, можно сказать, но у меня есть еще кое-что. В нашем секретном канале есть много исторических выпусков, которых нет на Ютубе, и прямо сейчас вы можете клацнуть в описании и найти наш секретный канал и посмотреть их. Возможно, даже на ночь глядя. У меня все. Увидимся.